Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня в нашем видео будут представлены 3 модели джемперов для такого весеннего и зимнего, я бы так сказала, периода. И перед вами сейчас джемпер, который я вам буду демонстрировать, узор, который мы будем с вами вместе вязать. Это очень такой привлекательный рельефный узор, и состоит он, раппорт его, из 3 петель и 4 рядов всего. Этим узором хорошо, он плотный довольно-таки, без всяких дырочек. Им хорошо вязать джемпер, кардиган, жилет. Им хорошо можно связать шапочки, береты. То есть такой довольно-таки универсальный узор. И, как я вам сказала, он довольно легкий, простой. Сейчас мы посмотрим с вами эту модель. Эта модель у нас из журнала. У меня достаточно фотографий. Вот, значит, вот так. Давайте продемонстрирую вам. Вот здесь очень хорошо виден этот узор. Видите, да, я увеличила картиночку. Вот такой вот незамысловатый и довольно-таки симпатичный, я бы так сказала, узор. Не часто я его такой вижу, и вяжется он довольно-таки легко. Конструкцию джемпера вы будете придумывать сами. У меня есть для конкретно этого джемпера описание на несколько размеров. То есть это джемпер из журнала. Я не сама его, конечно, вязала, а то тут иногда в комментариях пишут. Имейте это в виду, что джемпера, которые мы будем сегодня разбирать, это все из журналов. Смотрите, в общем, довольно-таки фотографий много, но они все однотипные. В принципе, конструкция видна. Это стиль оверсайз, спущенный такой у нас плечо. Очень-очень просторный вариант джемпера на любителя, я бы так сказала, модный. Да, возможно, сейчас все такое бесформенное мода. Но здесь можно и классику связать таким узором. Все можно конструировать. У меня есть видео по расчету джемперов. Там все очень, технология расчета довольно простая. Пусть вас не пугает, вы сами на себя сможете рассчитать, даже если пряжа будет другая. И вот так выглядел этот джемпер в Сабрине. В журнале немецком по вязанию. Вот это он же, да. Описание для этого джемпера будет у меня ссылка на статью. Для этого джемпера и 2 других будет описание со схемами, выкройками, которое будет выложено в моей группе в Одноклассниках. Ссылка будет под видео. Можете ознакомиться с целой публикацией для данных 3 моделей. Так, давайте сейчас покажу вам другие модельки, которые, думаю, вам тоже будут интересны. Модель номер 2 у нас выглядит вот таким образом, тоже стиль оверсайз. Здесь у нас широкая большая коса по центру и вертикальные ажурные идут полосы. Схема также будет у меня публикация в группе в Одноклассниках, ссылочка под видео. Это 2 узора. И, в общем-то, пролистаю вам эту модель. Несложная модель. В принципе, вот видите, вот этот узор, такая коса у нас плоская, интересная. Мы такие в том году много раз вязали, помните, наверное, да. Так, и, собственно, вот и все. Такая вот модель, долго не буду заострять. Модель номер 3 у нас вот такая. Это пуловер с своеобразным вырезом. По центру у нас идет очень интересный узор. Собственно, мне эта модель приглянулась именно вот этим вот вертикальным узором. Подойдет на большие размеры. Такая модель идеально просто смотрится. Будет схема у нас и
выкройка. Это модель из немецкого журнала, поэтому перевода у меня описания нет, надо будет самим читать, но выкройка и схема считаю самое важное. Вот эти две схемы данной модели. Вот две схемы демонстрирую вам, и будет ссылка на видео. Сегодня мы будем с вами вязать вот такой образец, очень рельефным узором, очень простым, 3 петли, 4 ряда всего. Я выбрала пряжу Alize Superlana Classic, светло-серый цвет, и спицы в вязании используются 3,5. Вот так выглядит наш с вами образец. Лицевая сторона, изнаночная сторона. Это плотный довольно-таки узор. Никаких накидов мы здесь не делаем. То есть его можно порекомендовать для вязания шапочек, кардиганов, каких-то джемперов и жилетиков. Берет еще можно связать таким хорошим красивым узором. Очень, повторюсь, простой. Итак, сейчас начнем с вами вязать. 100 грамм 280 метров, если кого-то интересует эта пряжа. Эта пряжа у нас 75% акрил, 25% шерсть. Она мягкая, не колется, приятная к телу. И хорошие скруточки турецкого производства пряжи. Для вязания данного узора нам надо будет набрать 30, я образец вязала 33 петли, то есть узор кратен 3, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. Вот у нас здесь 10 раппортов по 3 петли. В высоту раппорт составляет 4 ряда. Сейчас, значит, первый ряд. Вяжем первый ряд. Он очень простой. Это все петли лицевые. Первую кромочную я сняла, и вяжем все петли лицевые. Я вяжу за заднюю стеночку лицевые петли, а изнаночные за переднюю. Кто как привык, вяжем. Второй ряд вяжем все петли изнаночные. Первую кромочную снимаем и вяжем все петли изнаночные. Тоже удобным для вас способом. Все по-разному вяжут изнаночные петли. Я вот так вяжу. Накидываю, завожу спицу, перекидываю петлю вот так. Если кому интересно, так. Но не буду заморачивать вас. Каждый, кто как привык, вяжет. Теперь у нас с вами третий ряд вяжется следующим образом. Сейчас будьте внимательны. Первую кромочную снимаем. Начинается раппорт узора. Составляет всего 3 петли. Первая петля раппорта изнаночная. Далее 2 петли будем перекрещивать налево. Снимаю сразу 2 петли на правую спицу. Первую петлю, у меня будет она перед работой, вторую петля за работой осталась, видите, я ее освободила и аккуратно с помощью правой спицы вернула на левую. У меня получилось 2 петли перекрещенные, видите, да? И сейчас мы вяжем лицевая, лицевая. Следующий раппорт опять изнаночная, снова перекрещиваем 2 петли также налево. Первая петля перед работой, вторая за работой. Поменяли, видите, их местами и провязали лицевая, лицевая. Связали раппорт. Следующий раппорт опять изнаночная петля. Снова меняем 2 петли, перекрещиваем их налево, меняем местами, провязываем лицевая, лицевая, изнаночная. Перекрещиваем 2 петли налево. Первая перед работой, вторая за работой. Вяжем лицевая, лицевая. И так до конца ряда самостоятельно. Итак, связали до конца ряда 3-й ряд. Переворачиваем, вяжем 4-й ряд. 4-й ряд у нас следующим образом вяжется. Первую кромочную снимаем. Первая петля у нас идет лицевая. Далее
2 петли меняем местами, перекрещиваем их направо. Снимаем на правую спицу. Первая петля у нас теперь будет за работой, вторая перед работой. Перекрещиваем таким вот образом направо. Поменяли местами и вяжем первую петлю изнаночной, вторую петлю изнаночной. Далее опять идет лицевая. Снова перекрещиваем направо 2 петли. Первая за работой, вторая перед работой. И вяжем их как 2 изнаночные. Одна изнаночная, вторая изнаночная. Снова лицевая. Снова перекрещиваем 2 петли направо. Первая за работой, вторая перед работой. И провязали изнаночная, изнаночная. И так до конца ряда. И таким образом мы связали с вами целый раппорт узора, 4 ряда в высоту. Вот так он получается у нас. Очень рельефный, красивый узор, плотной вязкой, да. Смотрите, совсем его можно использовать для жилетов, для беретов, для шапочек, для кардиганов, для джемперов, для чего хотите. Очень красивый рельефный узор.